Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем интерьерные шары. И как вы уже догадались, это в комплект подсвечником. Видео есть на канале, я ссылочку оставлю. Шары состоят у меня из двух половинок, и покрыла я их белым акриловым грунтом и высушила. Можно покрыть две половинки, затем склеить. Можно склеить, покрасить и высушить вот так вот в висячем положении. И затем вешалочку откусить. Это как кому удобно. Если у вас из двух половинок, как у меня, то я откусываю вешалку и склеиваю между собой. Удобнее склеивать, когда они уже покрашены. Просто наношу клей и две половинки склеиваю. Если где-то лишний клей, просто убираем. И место, где у нас вешалка была, немного подтачиваем. Подготовлю лепнину. Лепнины мне понадобится много. Использую уже знакомый молот и глину Креал. Беру немного глины и разминаю ее в руке. Если она немного подсохла, можно ее немного смочить водой и также ее хорошо в руке смять. И она становится эластичная и очень удобно работать. И беру глину и забиваю молот. Забиваю я сразу ножом, так удобнее. И полностью заполняю молот. Я заполнила молот и зачищаю. Немного пальчиком воды нанесла, чтобы все чисто зачистить. Переворачиваю молот и аккуратненько его вытаскиваю. Я не стараюсь все детали сразу заполнить, потому что пока вытаскиваю одно из молда, может сломаться, пораниться как бы другая деталь. Поэтому все отдельно. И такой лепнины я подготовлю много. И в зависимости от того, какого диаметра у меня шар, я буду подрезать нужные мне детали. И вот я убираю лишнее. Так, шарик покатился. Но эту лепнину я оставляю в сторону, она мне пригодится. Сейчас я буду украшать шар 8 сантиметров диаметр. Продолжаю работу. Хорошо бы иметь подставку, у меня это стаканчик, и лепнину я буду подклеивать на грунт. Просто беру кисточку и аккуратненько наношу грунт. Стараюсь покрыть полностью всю лепнину. И первую лепнину я расположу вот где у меня была вешалка. Аккуратненько переворачиваю и укладываю на шар. Если надо, перемещаем чуть-чуть. И все подклеиваем. Вторую лепнину я расположила в зеркальном отражении. И продолжаю работу. Здесь уже подбираем, как вам больше нравится. И подклеиваю все нужные мне орнаменты. Один ряд лепнины у меня уже сделан. И здесь уже по желанию можно украсить, как вы хотите. Можно вот так и вот так. И пустые места заполнить маленькими завитушками. Это уже ваша фантазия. И продолжаем работу. Я подклеила две нижние части и между ними подклею маленькие завитушки. Один шар у меня готов, получилось очень симпатично. И в зависимости от того, какого диаметра у вас шар, вы вырезаете определенные орнаменты и подклеиваете на шар. Я сделаю свой вариант и, конечно же, покажу вам.
Вот что у меня получилось. И лепнина еще свежая. Я отправляю сушиться. И затем мы с вами будем красить. Мне очень нравится, что у меня получилось. Они высохли. Шары можно оставить такими, но я их подкрашу. Буду использовать акриловую краску с перламутром. Сначала нанесу краску кисточкой. Здесь немножко придется повозиться, так как надо во все вот эти уголки попасть. И буду красить в 2 приема, так как шар круглый и на что-то его сушить надо. Поэтому покрашу одну сторону, а затем вторую. Покрашу полностью, затем возьму спонжик и еще вот таким образом растушую краску. И продолжаю работу. С одной стороны шар у меня покрашен, и отправляю его сушиться. Затем покрашу вторую сторону. И так поступлю со всеми шарами. Мои шары подсохли. В некоторых местах я подкрашивала 2 раза. И сейчас возьму патину. У меня это бронза. Вот я тут уже попробовала. Как вы догадались, это в комплект подсвечником будет. И сейчас вот так пальчиком немного растушевываю. И наношу патину на узор. Можно нанести больше, меньше. Это уже по вашему желанию. И вот вы видите, верхняя часть покрывается патиной. И очень красиво, отчетливо узор видно. В следующий раз буду в Польше, куплю разного цвета патину. Так что много новых идей. И, конечно, буду показывать, что же я придумала. И продолжаем работу. Мои шары подсохли. И сейчас мне это все надо покрыть лаком. Буду я использовать спрей-лак. И лучше это делать на улице. Хорошо разболтать, растрясти баллончик и нанести на расстояние 20-30 сантиметров. Покрыть сначала с одной стороны, затем, когда высохнет, с другой стороны. Мои шары подсохли, и результат мне очень нравится. Сочетание перламутровой краски и бронзы смотрится очень красиво. Надеюсь, вам мое видео понравилось и было полезным. Вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.